try to fly. Друзья, вы на канале Мир Орхидей и с вами Ксюша. Сегодняшний коротенький обзор я хочу посвятить одной орхидее, которая была названа в честь обаятельной женщины, о красоте которой до сих пор складываются легенды и снимаются фильмы. Я думаю, что многие из вас догадались, что речь пойдет о Клеопатре. Но прежде чем приступить к рассказу о коварстве моей орхидеи и в чем же состоит ее хитрость, а она есть, поверьте мне, я хочу показать вам цветение 3 хой, потому что, как вам многим известно, хойки цветут непродолжительно, и я хочу успеть показать вам всю сочность, колорит этих красавиц. Давайте же приступим. Друзья, в прошлом обзоре я вам показывала свою хойку Патрицию, которая уже налила свой зонтик настолько, что он вот-вот готов был раскрыться. Наконец-то это первое для меня и для нее цветение произошло, и я сегодня с радостью поделюсь с вами невероятной красоткой и ее цветением. Посмотрите, какая красивая хоя и насколько красивы ее цветочки. Лепесточки все загнуты назад, беленькие вот эти вот, а серединка выпирает вверх, и цвет у нее такой насыщенный, как гранатовые бусинки. Вы посмотрите, насколько еще гармонично смотрится это цветение на фоне ее светлых листиков. Но этот сорт имеет такую потрясающую особенность, и мне очень нравятся сорта с этой особенностью, когда листики загорают на солнышке и приобретают румяный цвет. Сейчас зима, солнышка в жизни этой хойки было мало, и она имеет светлые листья, но с приходом весны она подрумянится, и я тоже обязательно вам покажу в одном из обзоров эту потрясающую особенность хойки. Аромата у этой хои, у цветения пока я еще не чувствую, но как вам известно, кто хойями занимается, что ароматить хойка начинает ближе ко второй половине дня, ближе к вечеру, потому что тем самым хойки привлекают насекомых в природе для опыления. Поэтому, возможно, она и пахнет, но я понюхаю ее уже во второй половине дня. Вот еще тут небольшой зонтик. Здесь всего 3 цветочка, он еще не раскрылся. Хойка очень молоденькая, поэтому спасибо и на этом, что хотя бы мне показала вот такое, пусть не очень большое, не очень шикарное, но все же красивущее цветение. Следующая хойка, которая у меня тоже зацвела, это Publicalis Red Button. Название на бирочке сейчас я вам покажу. Вот так звучит ее название. Эта хойка не сильно быстро растет в моей коллекции. Я не хочу сейчас пока вам показывать ее цветение. Кто не видит, сейчас удивится красоте этого сорта. В общем-то, хойка у меня уже 2 года. Не могу сказать, что это быстро растущая хоя, потому что у меня есть, например, Publicalis Silver Pink, которая у меня уже тоже 2 года, и просто тетя лошадь за это время, уже даже я не подскажу вам, сейчас не вспомню, но в очень большом горшке сидит с
с огромной гривой, я ее обязательно весной подстригу, вот, то вот эта хвойка у меня доросла только вот до таких не очень больших размеров за это время. У нее, кстати говоря, тоже потрясающая особенность загорать на солнышке. Ее листики, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, превращаются в багряно-красные, я бы сказала. Они прям очень красные. Ну, сейчас солнышко тоже, они под лампами, ну, немножко подрумянились, но естественного солнца она еще как такового не видит прямого, поэтому пока не могу вам показать эту особенность, но тоже обязательно продемонстрирую по возможности. Ну и давайте же посмотрим на ее цветение, на ее потрясающее, я бы сказала, просто завораживающее цветение. Вы посмотрите на этот чернющий зонт. Он издалека кажется вообще даже черным, но при близком рассмотрении видно, что ее вот эти звездочки в середине имеют свекольный цвет, а пушистые цветочки имеют, на мой взгляд, как будто, знаете, такой, как будто покрыты инеем. Немножко окантовочка как белая, но внутри цветочки, я бы сказала, имеют такой очень темный цвет. И сами цветочки вот такие пушистенькие. Ну, очень интересная хвойка. В этом году, вот за последний даже где-то месяц, она меня радует своим цветением второй раз. Первое цветение было тоже с одного вот этого зонтика. У нее всего один пока цветонос, но цветение было более пышное, шарик был более объемный. Да, девочки, хочу сказать новичкам, что цветоносы, которые появляются у хвой, их ни в коем случае нельзя ни отрезать, ни отрывать, потому что именно хвои всегда цветут повторно со старых цветоносов. Они тоже запускают и новые цветоносы, но при этом процветают и со старых. Вот так вот. Вот такая красивая. Да, насчет аромата. Аромат у нее очень ярко сладкий, и очень она его раздает по вечерам. Прям аромат активный, и порой мне даже кажется, что хорошо, что у нее всего лишь один цветонос. Очень, ну, аромат приятный, но очень ярко выраженный. Вот такая вот потрясающая хвойка имеется в моей коллекции. Тут вот еще помощница пришла, выспалась. Ты пришла помогать мне, Пунька. Ну что ж, осталась последняя хвойка. Она у меня висит вверху, не стала я ее снимать, потому что это целая история. И это, друзья мои, хершкелиана. Подобралась я повыше к ней, чтобы мне удобно было ее показывать. Эта хвоя имеет очень красивый вариегатный лист, относится к мелколистным хвоям. Но сейчас на самих листиках я останавливаться не буду и на самом сорте, потому что в мои планы входит показать вам все вариегатные сорта в моей коллекции. Она будет в числе этих хвой. А сейчас давайте просто посмотрим на ее потрясающее милое цветение. Оно, конечно, скромное, неприглядное, на мой взгляд. Вот такое вот. Но все же для коллекционера большой бонус, когда хвойка цветет, и ты понимаешь, что твой уход верный, и ты на правильном пути
по выращиванию и содержанию этой чудесной красавицы. Аромат у нее очень активный, она раздает его по вечерам очень мощно. И, казалось бы, вот такие маленькие цветочки, неприглядные, на мой взгляд, по размеру, такие как, совершенно незаметные. Порой можно даже не заметить, что она цветет, но раздает она аромат потрясающе. Аромат у нее сладкий и очень активный, как я сказала. В этом цветении она у меня процвела не с одного зонтика, возможно, еще, конечно, и поэтому яркий аромат у меня стоит, потому что зонтиков было порядка 6 штук, просто уже многие зонтики опали, отцвели, но в этом цветении много у меня было корзиночек, что очень радует. Вот такая чудесная хоя есть в моей коллекции, одна из любимых. Ну что ж, наконец-то мы плавно подобрались к героине сегодняшнего ролика. И это, друзья мои, сорт Клеопатра. Клеопатра – последняя царица Египта, которая славилась мощным обаянием, привлекательностью, чарующим голосом. И всеми этими женскими инструментами она умело пользовалась для обольщения мужчин. Все это мы знаем с вами еще со школьной скамьи. Но в чем же коварство моей орхидеи? И сегодня я вам об этом расскажу. 3 года назад я покупала эту красотку. Даже начну с того, что я очень сильно хотела иметь в коллекции эту орхидею именно в мутации бабочка. И когда я увидела ее в продаже, я даже не сомневалась и потратила приличную сумму денег на ее приобретение. Покупала я ее не из частной коллекции, а у продавца из завозов. И все цветочки у нее на обоих цветоносах были с характерными, очень ярко выраженными защипами. И отрезав цветение покупное, она процветает мне из боковых цветоносов с мутацией в форме бабочки. И я была очень спокойна относительно ее мутации. Но, как я уже в последующем поняла, что есть такая вот особенность у орхидей, когда у нее есть мутация, и если она процветает из спящих меристем основного цветоноса, она будет процветать именно так, как она цвела вот в основном цветении. Ну, а уже все последующие домашние, это будет уже понятно в последующем, как орхидея с закрепленной мутацией будет цвести или же нет, это уже покажет время. Так вот, она у меня, я успокоилась, да, что мутация есть, вот, но зря я была спокойна, потому что все последующие домашнее цветение в течение 3 лет она мне демонстрировала именно обычной формой цветочка. Вот такой вот. Сказать вам, что я расстроилась, это не сказать ничего. Когда было первое домашнее цветение вот в такой форме, для меня был шок. И это было, знаете, разочарование не сколько в потерянных деньгах, сколько в моем внутреннем ощущении, потому что я настолько долго ее искала в этой мутации, настолько я хотела и настолько я уже обрадовалась, что она у меня есть, что я, конечно же, очень сильно расстроилась. Но, тем не менее, при всей ее коварности со мной, я ее не продала. То есть все эти 3 года она со мной, я уже смирилась, я никакого чуда не ждала. Я поняла, что мутация не закреплена, буду я радоваться
вот такой формой, таким цветением, и у меня даже не было попыток после этого приобрести этот сорт в мутации. Вот как-то так, знаете, прям сильно отразилось на мне стресс этот, в общем-то, может, меня кто-то поймет, вот, но она у меня осталась в коллекции. И что вы думаете? Вот прошло 3 года, она у меня со старого цветоноса, который с которого она цвела обычной формой, она пробуждает боковую почку, процветает с него обычной формой цветочка, причем это цветение было запущено ей так, как с боковой почки, и расцвела она быстрее, чем с цветоноса, который она гнала и формировала осенний. Вот. И когда она с этого цветоноса раскрывает первый цветок, друзья, вот насколько я была, наверное, разочарована и расстроена ее цветением в обычной форме, вот настолько я была удивлена, ошарашена, шокирована, я не знаю, какие слова еще подобрать, когда я увидела первый распустившийся цветок в мутации. Я и щупала, и нюхала, и чуть ли на зуб не брала этот первый цветок, потому что я не могла поверить своим глазам. И это был восторг. Вот, вы, наверное, тоже понимаете, что я ощущала, когда я увидела этот цветок в этой мутации. В общем-то, как вы видите, все цветы, которые распустились на этом цветоносе, имеют хорошие защипы, ярко выраженную мутацию. И сейчас у вас есть прекрасная возможность сравнить этот сорт, потому что 2 цветоноса с разными цветочками. И, конечно же, я ни в коем случае не хочу обесценивать цветение этого сорта без мутации. Оно прекрасно, потому что цветет она длительно, она имеет потрясающую восковую фактурность, за счет чего эти цветочки держатся очень долго, потому что я заметила, что сорта орхидей, у которых вот такие восково-пластиковые цветочки, они держатся гораздо дольше от обычных цветочков с вот такими обычными лепестками. Вот. У нее, конечно же, потрясающий окрас, который не выгорает на протяжении всего цветения. Цветет она очень пышно, всегда. Она очень часто, у меня практически во всех цветениях цвела с 2 цветоносов. Как вы уже заметили, она вот уже продляет свое цветение, она запускает новые меристемы, притом при всем, что она еще очень пышно цветет и даже, по-моему, не думает, не вижу я еще, чтобы она отцветала, но при этом уже, видите, боковые веточки пробудились. Поэтому я к чему хочу все это сказать, что сорт очень классный, у кого его нету, даже если нет возможности там купить с мутацией или не нравится она вам, эта мутация, да, вам я советую иметь в коллекции этот сорт потрясающий. Вот, но мне, конечно, очень интересно, как в последующем будет проявлять себя эта орхидея. Буду настраивать себя на то, что если последующие цветения будут без мутации, не беда, но при этом буду жить надеждой, что в какое-то из цветений, как ясное солнышко среди грозного неба, появится вот такой пилоричный цветок. Вот такие удивительные наши орхидеи, вот с такими особенностями.
На этой веселой ноте я буду заканчивать сегодняшний наш обзор. Кого удивила моя история, милости прошу в комментарии, делитесь своими эмоциями, впечатлениями, а также, если у вас есть какая-то история, которая тоже поразила вас и может поразить всех, кто будет читать мои комментарии, делитесь, будет очень интересно, познавательно. Так мы еще больше будем узнавать особенности наших красоток. А я буду с вами, друзья, прощаться. Гости моего канала, подписывайтесь, у меня впереди очень много полезного, интересного и красивого. Ставьте пальчики вверх. До новых и приятных, красивых встреч, друзья, и пока! Try to fly